Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй расклад. Переломный июнь 2025 года. Какая тайна откроется для вас в июне? Что ждать от месяца июня? Что вас удивит? И 3 важных события. Давайте узнаем, что же случится или произойдет, но останемся реалистами. Астрологически же это очень приятное время, июнь 2025 года. Интересно и продуктивно одновременно. Должна сказать, не пренебрегайте сентиментальными отношениями. Это как подсказки нашего звездного расписания, потому что энергии июня как раз настраивают нас на то, чтобы мы друг друга услышали. И, может быть, для кого-то из вас это будет очень таким запоминающимся моментом для важных решений по части любви или какой-то личной истории. Заботьтесь в целом о своем общении, и вы увидите, как возникают более приятные возможности или буквально открываются какие-то двери. Переломный же месяц заключается в изменениях самой сути вопроса или изменении направления наших решений. И, к примеру, если мы прежде задавали себе вопрос, как мне что-то осуществить, настоять на своем, или сделать вот так, как я считаю правильным, а вот нет, тут все меняется. Вот как раз это и своеобразную перезагрузку в нас самих и производит. Здесь мы на первый план ставим вопрос, а как мне себе не навредить? И это для нас открывает возможность правильных каких-то очень мудрых решений, поскольку Юпитер в Раке 6 июня, как высшая октава проявления эмпатии, готовности к балансу, дипломатии. И самое главное, для чего это все нужно, чтобы занять свое место в жизни. Этот месяц для многих из вас может быть месяцем перезагрузки между прошлым и будущим. И правда, вторая половина года 2025, она нас призывает к тому, чтобы мы адаптировались к тому, что уже случилось или произошло, к тому, чем мы на сегодняшний день владеем, или какой путь мы уже прошли за первое полугодие. И скорее всего, в течение второй половины 2025 года нам не просто нужно будет еще адаптироваться, да, к каким-то событиям, а и придется организовать в каком-то новом ключе свою жизнь. И у нас июнь – это время возможности для себя решить что-то и сделать не на эмоциональном надрыве, когда мы вынуждены, да, а вот как раз через вот эти добрые энергии, умение договориться, услышать друг друга и, возможно, и на что-то решиться. Может быть, кто-то будет принимать важное Соломоново решение, вполне вероятно, а то и какой-то нейтралитет занимать. Но это значит совершенно необходимо. Ладно, идем с вами вперед. Давайте узнаем, что же случится или произойдет. Достанем первую карту. Или в какой сфере жизни вам придется принимать важные решения. Что для вас в июне, как, возможно, ключевое событие. Или будет вот как раз этим переломным моментом. Какая сфера жизни или какое-то событие само по себе. Вторая карта. Что вас удивит, мои дорогие овны? Может быть, удивить совершенно так неожиданно. Вы ни о чем подобном и не думали. А тем не менее, вот какая-то реальность. Кто или что появится неожиданно? И к чему это все идет? Для чего это все было нужно? Или то, что происходит в июне, для чего нужно? Достанем карту, что исполнится, что осуществится, какая тайна откроется. Может быть, это и ваш какой-то собственный инсайт, или это будет информация, документом, возможно, и так. Мы все разные, связаны. Чего же ждать в целом от июня 2025 года? И какое продолжение следует с заходом на июль? И 3 важных события мы достанем на второй колоде. 3 карты. С чем это будет связано? Ну вот так, уже первое, наверное, важное событие нам выпало и перевернулось. И настраивает наш расклад на позитивную ноту, потому что ведь это где-то как помощь высших сил. Безусловно, это возможность. Это возможность заработать деньги. Но это еще и, кстати, договориться тоже. И здесь мы можем как раз объединить наши намерения, какие-то цели и открывающиеся, может быть, новые двери. Или вы как-то что-то можете
даже прежний вопрос, пусть это касается работы, а у кого-то, возможно, и отношений, получения документов, вот тоже проходит часто. Но это сделать в других энергиях. Опять же, себя несколько трансформировать. Но эта карта говорит о том, что продолжение это как раз прекрасное следует. Поэтому вот те энергии, о которых я только что говорила, для вас будут наиболее актуальны. Это для вас как первое важное событие, возможность и продолжение в каком-то новом совершенно ключе. Словно мы можем, кстати, вот это зерно нашего будущего успеха зажать в землю, чтобы получить как какое-то воплощение нашей мечты. Ну или буквально денежное дерево. Второе важное событие. И третье важное событие. Давайте будем узнавать, что же там случится или произойдет. Вот смотрите, внешне по аркану башня. Здесь могут быть, знаете, даже какие-то новости, информация, которая поначалу шокирует. Безусловно, это карта трансформации, когда меняется парадигма нашей жизни. Может быть, мы шли куда-то, а тут мы понимаем, что и нет. Вот туда я больше не ходок. Или в каком-то вот прежнем ключе вы это не хотите продолжать. Это опять же все то, о чем я говорила. И добрые энергии вот для вас и открывают вот эти двери возможностей. Здесь, знаете, как успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Отчасти эта карта будет и говорить об адаптации. И есть события или то, что происходит вокруг нас, назовите это обстоятельство, чего мы изменить не можем. И это ломка где-то шаблона нашего, потому что вот этот дуб, да, или дерево большое такое, казалось, будет стоять века, а посмотрите, оно рушится от попадания молнии. Так и наши взгляды будут пересмотрены. То, что мы считали беспрекословным или на 100, на 1000% правильным, а тут получается, да нет. Тут не все на черное и белое делится. Тут есть абсолютно точно какие-то полутона. И поэтому, может быть, когда вы меняете свои даже взгляды, мои дорогие, может быть, эта карта и говорит, что вам на что-то придется и решиться. И для вас это открывает вот эти самые возможности. Но я должна сказать, что случится или произойдет все же по аркану башня. Иногда мы что-то слышим, то, что вот есть такая фраза, не укладывается в моей голове. Но для вас, мои дорогие, вот именно эти, может быть, камни с неба или какая-то внезапность, или новость, может быть, как завершение, ведь всегда по аркану башни что-то завершается. Но мы с этим внутренне не согласны, мы где-то к этому не готовы. Поэтому воспринимайте июнь в более добрых энергиях. Будьте добрее к самим себе, мои дорогие овны. Нет смысла на чем-то настаивать. Самый главный смысл этой карты. Правда? Потому что это дорога в никуда. Поэтому что случится или произойдет? Но как и информацию я сказала, так и события в обстоятельствах или извне вас как раз и подталкивают совершенно к новым решением или когда мы можем даже и отказаться от чего-то. Для кого-то из вас это могут быть вопросы, когда вы окончательно решите куда-то переехать. Вот очень часто по этому аркану наша именно решимость. Как, знаете, последняя точка или заключительный аккорд. Какое-то время мы ждали, а здесь мы понимаем, что нет. К примеру, таланты в этом месте я не могу свои раскрыть или что-то осуществить. Или обстоятельства так складываются, что и небезопасно меня смотрят люди из разных стран. Поэтому где-то вот к принятию таких решений будьте готовы. Вторая карта. Что вас удивит? Но это карта мудрых решений, безусловно. Опять же, все то, что я говорила до нашего расклада. Отшельник. Это мудрец, это философ. И, может быть, кому-то из вас придется даже отправиться куда-то налегке. Кто-то надолго собирается переезжать, и, возможно, планы эти уже были и прежде, а для кого-то из вас это может быть рабочая ситуация или, может быть, и ситуация по отношениям. И нам ведь не говорят, что отношения рушатся. Вот, кстати, нет. Это вы меняете взгляд на партнера. И вполне вероятно, вас буквально может даже удивить то, что прежде вы словно, знаете, были в кандалах своих собственных
или представлений, может быть, мировоззрение. Мои дорогие овны, тут мировоззрение тоже может меняться. Вот этот более мудрый подход, или если прежде, знаете, была непримиримость к чему-то, а здесь и обстоятельства жизни нас примиряют. Вот такая ситуация может проиграться. Или мы понимаем, что какие-то отношения именно на данный период жизни нам совершенно необходимы. Может быть, нам нравится, не нравится, а вот договариваться нужно. С одной стороны, не упустить чего-то своего, все-таки это отшельник, он идет своим путем. И будем говорить, для вас это время, когда вы, ну, на самом деле должны занять свое место в жизни. Но сделать это как-то красиво, элегантно, чтобы не было, вот знаете, или было как можно меньше каких-то переломных именно событий. Или даже если эти события помимо наших желаний приходят, но для вас это было как с меньшими, может быть, потрясениями или с меньшими какими-то неурядицами. Все-таки отшельник – это, опять же, время мудрых решений. Поэтому что вас удивит? Вы сами себя можете удивить, мои дорогие, потому что вы увидите словно свой жизненный путь в другом ракурсе. Вы увидите, что то, что я пытался осуществить, или на чем я, может быть, настаивала, или думала, искренне думала, что да, вот так вот все-таки правильно. Вот здесь мы можем изменить наши взгляды, и для отшельника нет ничего невозможного. Да, эта карта неспешная, отшельник идет медленно, но он не стоит. Но это, знаете, как тайное знание. И, безусловно, что вас удивит, как самодоверие, интуиция, вы можете где-то себе сказать, ну надо же, а ведь я где-то об этом думал, или я это предчувствовала, что вот где-то может что-то подобное и быть. Идем дальше. Кто или что появится неожиданно? Принцесса жезлов. Вы знаете, вот эта карта называется вот в этой колоде «Служанка в ожидании». Вот, может быть, вы ждали какого-то человека, который, ну, как ожидалось, может прийти, вернуться, или вы ждали какого-то заключения документа, например, да, подписания важной бумаги. Может быть, это вы ждали и по работе какого-то приглашения, кто или что появится неожиданно. Вот вы как будто перестаете ждать. И в самый такой момент, когда вы уже принимаете решение, может быть такая метаморфоза, что о вас кто-то вспоминает или конкретно. Вполне вероятно, это, кстати, будет и история жизни личной. Кто-то, как мы говорим, из бывших партнеров, кого вы прежде ждали, и теперь уже перестали ждать, уже махнули рукой. И вот это внутреннее изменение внутри вас самих, оно уже не ставит вас на какую-то паузу или на якорь, да, когда вот мы просто чего-то ждем. Нам же пообещали. И вы люди открытые, вы думаете, ну, все открытые, а вот тут нет, тут не всегда так получается. Очень часто люди, какой-то свой интерес у них присутствует, или, может быть, сразу несколько интересов у них присутствует, и они пробуют одно, второе, третье, словно выбирают, а мы все время чего-то ждем. Вот вы завершаете или завершили уже какое-то ожидание, а здесь вдруг о вас кто-то может либо вспомнить, либо вам может что-либо предложить. Если это вопросы работы, какого-то сотрудничества, потому что все же жезлы, дела, работа, бизнес, или какие-то прежние обещания. Я могу допустить и такое, что из каких-то конкретных персонажей в вашей жизни будет как минимум один тот, который попытается с прежними методами войти в вашу жизнь еще раз. И это может быть как вопросы, опять же, работы, а у кого-то это вопросы личной жизни. Но вы смотрите на это совершенно уже под другим углом, потому что какая-то до этого периода перезагрузка словно в вас прошла. Уже вот две вот эти старшие карты, старших арканов точнее, это не что-то сиюминутное, это тот итог, к которому мы постепенно подходим. Давайте посмотрим, и к чему же это все идет. Здесь будете решать вы. И, видимо, решать так, знаете, как мудрые решения, Соломоново решение. Вы можете занять какой-то нейтралитет, двойка пентаклей. Часто двойка пентаклей – это как жонглер нам изображен, да? Что мы вынуждены что-то продолжать. Но внутреннее наше состояние, оно как будто внутреннее
силы нашей души понимают отчетливо, что да, это какой-то временный период, потому что я вот по-другому пока не могу. Но есть жгучее желание быстрее это завершить. То есть продолжать вроде как нужно или вынуждено, а с другой стороны желание как-то быстрее с этим разобраться. Но, видимо, с чем-то до конца на 100% разобраться не получится. По сути дела, правда, тут к чему-то себя адаптировать. И, может быть, даже, если это вопросы работы, вы собираетесь менять работу. И это может быть абсолютно точное утверждение для себя самого, что нет, я тут не останусь. Но сказать, что мы вот так хлопнули дверью и ушли. А куда мы дальше пошли, если у нас нет какого-то запасного аэродрома? Ведь все карты говорят о том, и первая карта башня. Не рискуй собой. Самое главное, себе не навредить, мои дорогие, а сделать как-то мудро, по-мудрому подойти к решению какого-то вопроса или, может быть, затянувшейся какой-то проблемы. И, может быть, вот за это доброе время июня вы как раз для себя и найдете выход из какого-то положения. Но тогда мы себя не ломаем, мы себя жалеем. Вот жалейте себя. И если приходится манипулировать, хотя не совсем это про ваш знак зодиака, прямо скажем, но все-таки жонглировать придется. Люди как будто в тех же энергиях. Тут каждый обустраивает что-то свое или пытается подстроить всех под свое. Ну и значит вам где-то по этому же фарватеру. Здесь может быть какая-то игра. Ну, тогда включите в свою какую-то свою игру, в игру общую. И действительно думать о том, что да, вот я посмотрю, как разовьются те или иные события, но в то же время использовать любую возможность. Потому что, пусть не в этой колоде, но это карта спонтанности. Когда, если нам что-то предлагают, мы тут же откликаемся. Мы не тяжеловесны, мы легки как раз на подъем. И легки буквально, когда нам, может быть, и стоит куда-то поехать в местность определенную и разобраться. Но и когда мы рассматриваем разные варианты, жонглируем ими, пытаемся, может быть, через пробу пера, да, или через какой-то опыт, пусть даже на начальных стадиях, так примерить на себя, насколько эта ситуация или насколько это предложение мне подходит, мне годится, оно мне нравится. Вот такие вопросы. Это я так вижу, в течение июня именно подобной энергии. Что же у вас исполнится, мои дорогие овны? Король Пентаклей. Но часто король Пентаклей может говорить о персонах. Это те люди, которые, к примеру, работники банков, и вы какие-то вопросы решаете. Это могут быть и чиновники, это те лица, которые ну, назначены, да, и которые действуют тоже в каких-то определенных либо рамках, но это то или тот человек, который, если он уже сказал или дал какое-то слово, то, как правило, он не любит вот этих перемен. Этому слову можно доверять, или для кого-то иногда эти карты о наших партнерах говорят. И не важно, что у нас буквально король выпадает. Мои дорогие мужчины, это может быть и женщина, да, вот такая надежная, когда вы понимаете, да, вполне вероятно, в ней присутствуют какие-то мужские качества, такая твердыня или какая-то настойчивость. И это ей определенно помогает. И, может быть, вы даже такой парадокс замечали, что я бы уже все бросил, а она вот нет, она настолько скрупулезна и настойчива и терпелива, что вот она благодаря этим качествам добивается, ну, какого-то успеха. Вы можете с таким человеком где-то контактировать, и что исполнится? Вот эти энергии примерять на себя. Это где-то ведь и вам говорят перейти в плоскость тех дел, событий, когда мы собой не рискуем. Или сделать свою жизнь более понятной. Или буквально, если к чиновникам идем, да, то создаем какие-либо документы и делаем свою жизнь более понятной, прозрачной, прогнозируемой. Потому что, ну, не любит, конечно, король Пентаклей перемен по части денег, решения, разного рода вопросов. Тут на него можно положиться. А вот по части вдохновения, а нет, тут сложновато. А для вас, мои дорогие девочки, это может быть и ваш партнер. Тот партнер, который, ну, несколько может пытаться вас так регулировать, я бы сказала, в зависимости от того, как он видит мир, жизнь,
или буквально какую-то концепцию финансов вашей семьи. Но здесь по-разному. Но люди это надежные. Я бы сказала, что исполняется. Если вы переходите вот от каких-то энергий, которые сумятицу, хаос в вашу жизнь добавляли, или от напора, или от какой-то скорости, да, имеется в виду скорость, когда мы что-то ломаем и пытаемся тут начать словно все с нуля. Ну, наверное, не стоит свою жизнь так ломать и потом начать строить буквально со щебня или с каких-то руин. А здесь наоборот, максимально себе не навредить и отстроить свое благополучие. Тогда у вас сразу и желания начнут исполняться. Какая тайна откроется? По пятерке чаш, это мелкая, кстати, карта, и она называется «Вытоптанный сад». Вот кто-то вытоптал, да, и нам ведь карты показывают, что наше эмоциональное состояние, ну, нам это, понятно, не нравится. Может быть, и какой-то человек поступил не очень красиво, потому что он решил, что для него это вообще не имеет значения. Вы можете, кстати, тайна вот может открыться, что вы сами удивляетесь даже где-то тому, что тот факт или пункт, или то, что как ваше мировоззрение для вашей души близко, для кого-то не значит ничего. И может быть как раз вот этими цветами в саду, когда в вашу душу кто-то вступил буквально с сапогом, ну если так аллегорически мы говорим, и какие-то надежды, которые были прежде, буквально истоптал. Здесь может быть разочарование, но нам карта говорит, это не конец света. И, кстати, на карте так и показано, да, 5 перевернутых кубков. Но на самом-то деле сад остался. Ну, вытоптали, но тут все можно исправить, а цветы зацветут вновь. То есть тут все можно привести в порядок. Но, значит, какие-то важные выводы, мои дорогие. Какая тайна откроется. Действительно, тайна какая-то откроется. И вот, может быть, вот сродни вот этому вытоптанному саду, когда вы понимаете, что я больше никому не позволю себе делать больно. Вот. Может быть, и ваша где-то тут, может быть, и наивность для кого-то, да? Вот мы говорили, что раньше было одно представление, а теперь мы понимаем, ну нет, мир идет в каком-то своем направлении или обстоятельства так развиваются. Мне приходится пересмотреть взгляды на жизнь. Вот по пятерке кубков мы пересматриваем, потому что мы не можем изменить людей, мы не можем изменить обстоятельства. И значит, вот этот сад, он все-таки должен цвести. Но мы это сделаем как-то более надежно, по-другому. И, может быть, у кого-то все-таки кубки пересмотр в отношениях. Может быть, и ваше отношение к какому-то человеку тоже меняется. Но если это был какой-то минус, будем говорить так, значит, вы, мои дорогие овны, здесь себя будете окружать более надежными людьми. И вот предыдущая карта такой дает совет, тут и самому быть надежному, но и сделать свою жизнь более понятной, как я говорила, прогнозируемой, да и люди более достойны. У кого-то могут быть вот такие размышления. Чего же ждать от июня в целом? Какие энергии? Ну, знаете, очень добрые энергии. Вам и высшие силы помогают, и по шестерке пентаклей. Если у вас была какая-то сложная ситуация, даже по деньгам, финансовая брешь, вам нужно что-то решить. Даже не сомневайтесь, вы это сумеете решить. Буквально тут может человек прийти на помощь дельным советом или выручить деньгами. Деньги есть, деньги будут. Все же это карта финансового успеха. Но карта подразумевает еще такой смысл, мои дорогие овны. Сегодня рука дающего, завтра может стать рукой просящего. Будьте очень внимательны к своим денежным поступлениям, откуда к вам приходят деньги. Сохраняйте буквально. Может быть, на последующий период для вас это будет важно. И туз пентаклей нам ведь об этом перевернулся, наверное, тоже говорил, правда? Здесь определенная сумма денег, знаете как? Я могу так предположить, вам понадобится в после. Но есть люди, как надежные. Может быть, это один человек, два человека. Но даже один в наше время сложно, этого более чем достаточно. Но и финансовая, материальная составляющая в июне. Здесь она, в принципе, тоже находится в
таком состоянии якоря и стабильности. Вам это нравится. По крайней мере, тут и еще какие-то перспективы по части финансов могут быть. Или конкретно поступление денег в июне. Может быть, тех денег, которые задерживались. Может быть, вы сумеете решить и финансовую какую-то ситуацию. Мы говорим башня, отшельник. Потому что вы будете менять как системы взаиморасчета. Может быть, это связано с конкретными вашими действиями. Причем теми действиями, как вы прежде не поступали. Вы что-то тут переиграть сами тоже можете. И это будет тогда во благо вашей финансовой стратегии и тактики. Какое продолжение следует? Ну, тут уже точно. Замечтаться вы не захотите. Знаете, это мы словно... Это первая победа. Если мы говорили, меняется парадигма вопросов. Если был прежде вопрос, как настоять на своем, а тут меняется на то, что как мне себе не помешать или не навредить. И на смену, может быть, вот этой первой победе и приходит какое-то осознание. Кстати, может быть, своего рода такое осознание, которое к нам приходит потом. Мы все быстры задним умом. Первая победа о чем говорит? Не увеличивая дистанцию конфликта. Вот. Или не пытайся именно, чтобы было вот тютелька в тютельку, как ты бы этого хотел. Вот не ставь себя в эти рамки, и тогда ты буквально более свободным человеком будешь. Тебе легче будет перестраиваться, тебе легче будет воспринимать жизнь, людей. Люди меняются. И на июль у нас Уран на время перейдет в знак зодиака Близнецы. И вот там нужно приготовиться, правда. Там самое главное – быть гибче. Вот и тут придется где-то быть гибче. И значит, вы избежите каких-то при гибкости, да, и премудрости, каких-то сложных моментов, не включитесь в какой-то конфликт. Даже если вас будет кто-то провоцировать на него, вы махнете рукой и скажете: да, иди. Я сейчас совершенно в других энергиях. Я тут много что пересмотрела или пересмотрела. И у меня сейчас... в принципе стоит вопрос, не тебе что-то доказывать или купиться на какие-то твои обещания или там на, ну, может быть, это иные методы, когда нас кто-то провоцирует даже на конфликт, а я тут себе не собираюсь вредить, я просто иду дальше, вот что-то подобное. Важное событие второе, давайте с вами откроем. 8 жезлов, да, тут что-то ускоряется или... Эта карта, кстати, трансформация опять же. Но это добрая трансформация. Поэтому я говорила по аркану башни. Тут сама по себе возможность к вам приходит. Ну, каким-то альтернативным путем. Пусть нас это где-то шокирует. Или мы к этому внутренне не готовы. А карта 8 жезлов нам говорит, может быть, это как возможность, ты не должен упустить. Эта карта еще и говорит о скорости. Когда придется буквально собраться, подпоясаться и куда-то поехать. Куй железо, пока горячо. Тут словно высшие силы тысячи дорог пытаются свести в одну точку. И, может быть, для вас это будет означать вот как раз та перезагрузка на второе полугодие, а я бы сказала, на долгий период жизни. Для вас добрые энергии на несколько последующих лет, но вот эта перезагрузка или смена направления какого-то вашего ракурса уже может происходить, или вы можете ощущать буквально в июне. Но тут что-то доброе, хорошее пытается войти в вашу жизнь, мои дорогие овны, но таким альтернативным путем. Где-то вы можете быть к этому и не готовы. Третье важное событие, ну, оно ведь, понимаете, не противьтесь каким-то переменам. Или даже если вы с чем-то не согласны, вот как по башне, это то, что происходит, или то, что вам приносят люди, или внешние события. Мы на это не влияем. Тут самое главное – обустроить собственную жизнь или адаптироваться. И вот последующим важное событие. Вы будете организовывать совершенно по-новому. Есть все-таки, если мы говорим, возможность 3 важных событий. Или сообщение, или какое-то предложение. Ну, чаще это именно возможность. А вторая карта говорит как раз о каком-то контакте или важной бумаге. Или, может быть, это просто новость, которую мы слышим и ловим на лету и начинаем в этом участвовать. Пробуем как будто, да, не отказываемся, не оставляем на потом. И вот эти 2 энергии ведут к третьему важному событию, к счастью, радости, к стабильному материальному положению.
к изобилию, процветанию, к благополучию, десятка пентаклей, мои дорогие, или к решению вопросов по части личной жизни. Но это тогда, знаете, это ведь карта семьи, и у кого-то может решаться в личной жизни, кстати, о том, чтобы, может быть, оформить ваши отношения на бумаге. Юридически раньше вы встречались, дружили, может быть, и проживали вместе, а вот теперь создать уже семью. А для людей семейных здесь могут быть очень интересные такие моменты. У кого-то я даже не удивлюсь, когда семейный бизнес или работа на дому для кого-то из вас, мои дорогие овны, проиграется через обучение новому, когда вы перестаете ждать. И понимаете, да, тут мир меняется, жизнь меняется, и мне нужно идти в ногу со временем и одновременно себе не навредить. Но есть ради чего стараться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.